Глава 556. Царство Небесной области. В этом мире уважают экспертов. В чистилищном мире было много темных рас и демонов, так что сражения были более жестокими, и они еще больше поклонялись экспертам. 4 городских лорда были не только городскими лордами, они были их духовными лидерами и сильнейшими экспертами, иначе они не смогли бы руководить городами. Эти 4 были объектами поклонения для других, но они были побеждены как слабые цыплята, это была разрушительная атака на их мораль, взрывной коготь, несомненно, был правителем Диких гор. Мало того, что у него была высокая основа совершенствования, он был бегемотом, золотым бегемотом, обладающим большим врожденным талантом. Из-за его врожденного таланта он мог даже бросить вызов совершенствующимся на более высоком уровне, не говоря уже о том, что совершенствование у взрывного когтя не было низким. Каким образом несколько пиковых экспертов 9-го уровня истинного духа могут противостоять ему? Взрывной коготь даже не был удовлетворен, сражаясь с ними. Раф. Армии 4 городов даже не оправились от шока, когда раздался рев, который был в 10 раз сильнее, чем прежде. Он простирался на сотни миль, заставляя всех живых существ чувствовать страх, исходящий от их душ. Это дикое и кровожадное намерение убить было похоже на вулкан, подавленный на протяжении десятков тысяч лет и внезапно взрывающийся. Взрывной коготь снял печать со всех своих секретных техник и мгновенно превратился в 100-метровое существо. Этот гигант был похож на Кинг-Конга, но он был в 10 раз сильнее его. Мех, покрывавший его тело, выглядел как слой темного золота, а его крепкие когти были красными. Поскольку они были наполнены дикой силой, истинный облик бегемота, поднялась крепкая рука, и вокруг 5 красных когтей были энергетические бури. Энергетические бури собрались, и дикая энергия создала гигантский энергетический торнадо, который был высотой в несколько сотен метров. Ах! Монстр! Монстр! Куда бы ни шел красный торнадо, вся земля менялась. Пока вы попадали в него, даже каменная плоть была бы превращена в пыль высокоскоростным потоком энергии, сила золотого бегемота не была чем-то, перед чем обычные люди могли устоять, когда жители чистилищного мира видели такое ужасное существование. Все они были напуганы до безумия. Даже если у них было подавляющее преимущество с точки зрения количества, у них не было никаких мыслей о том, чтобы сопротивляться вообще. Все они сбросили доспехи и разбежались во всех направлениях. Взрывной коготь показал разочарованный взгляд. Мир чистилища оказался скучнее, чем он предполагал. Сотни тысяч человек не были слабыми, и если бы они попытались дать отпор, это было бы очень тяжело для взрывного когтя. Кто бы мог подумать, что они сбегут, даже не сражаясь. Это сделало взрывного когтя неспособным наслаждаться удовольствием сражаться и убивать их. Ваше превосходительство, взрывной коготь, вашей силы уже достаточно. Чутянь напомнил ему, мы не должны тратить слишком много времени на этих слабых солдат. Взрывной коготь сказал голосом, полным презрения, мы можем догадаться, на каком уровне находится город тьмы из этого мусора. Почему ты попросил нас захватить такой слабый город? Ты явно смотришь на нас свысока. Не говори так, просто относись к этому как к прогулке по чистилищному миру. Пойдемте. Чутянь не забыл Мэйдзи и Шэдоу. Что вы двое думаете о моем подкреплении сейчас? Двое из них уже потеряли способность думать. Золотой бегемот казался одним из самых слабых среди 4, но даже в этом случае он имел такой шокирующий бой. Насколько сильны были остальные? Рев дракона наполнил небо. Драконья мощь, которая закрывала небо, была освобождена, почти сводя с ума солдат, которые спасались бегством. Их сила воли была довольно слабой, поэтому они не могли не упасть на колени на землю. Крыло смерти снял ограничение с его тела и расправил крылья, чтобы взлететь в небо, превратившись в гигантского дракона длиной более 50 метров. Каждая черная чешуйка, казалось, текла с мощной энергией, а его тело было покрыто слоем разрушительного черного пламени. Дракон. Это дракон. Жители чистилищного мира не узнали бегемота, но никто не мог не признать дракона. В конце концов, будь то поверхность или подземный мир, раса драконов и подвид драконов были широко распространены. Гигантские драконы были кланом драконов с самой чистой родословной драконов среди расы драконов. Черный дракон, появившийся перед ними, был явно гигантским драконом, который жил в течение бесчисленных лет, аура и мощь черного дракона была даже сильнее, чем у бегемота. Его длинные и узкие зрачки смотрели на землю, уничтожая боевую волю чистилища на духовном уровне. С гордостью повелителя драконов он презирал убивать группу мусора, которые не сопротивлялись вообще. Он издал мощный и достойный рев. Где этот город тьмы? Чутянь указал в этом направлении. Как только голос Чутяня упал, появилась другая ужасающая аура. Это был первый раз, когда небеса чистилищного мира были пасмурными, поскольку бесчисленные удары грома Дика пересекались друг с другом. Титан Громовая Ярость также снял печать на его теле и превратилась в гиганта высотой в 100 метров.
Титан — это была древняя раса, которая не уступала гигантскому дракону или бегемоту. Говорят, что у титанов была кожа из самого твердого металла, магма как мышцы, гром как кровь и кости как кристаллы. Эта раса была не только самыми сильными воинами континента, но и самыми выдающимися ремесленниками. Ярость Титана. Громовая ярость поднял его руки высоко вверх, и энергия грозовых облаков перетекла в его руки, образуя густую грозу из молний. Руки громовой ярости свели молнию вместе, как хлопок, пока она, наконец, не превратилась в стрелу из молнии длиной в 100 метров. «Идем!» Громовая ярость хлестнул ей по городу тьмы. Молниеносная стрела испустила страшный визг, когда она осветила землю как солнце, исчезнув из их глаз в одно мгновение. Мэйдзи и другие были ошарашены. Этот могущественный великан был так далеко, но он все еще мог атаковать город тьмы? Это уже было за гранью понимания смертных Хонг. Вдали были слабые хлопки. Все бросились в город тьмы, и сцена перед ними поразила их. В защитном барьере темного города была большая дыра, и городские стены были взорваны. Страшная мощь распространилась по городу, разрушив несколько зданий и повредив более 100 других зданий. Что касается жертв, не было никакого способа измерить их. Титан бросил стрелу сотен метров и уничтожил всю оборону города тьмы. Что это за шокирующая сила? Разрушительная сила громовой ярости была на самом деле такой мощной, перед этим экспертом этот обычный барьер ничем не отличался от бумаги. Если бы они не имели пиковых экспертов в лесу хаоса, таких как Ланселот, Ценарий и Агаста, город чудес рухнул бы под гневом бегемота, громом Титана и дыханием черного дракона. Крыло смерти прибыл в город тьмы первым, и он полностью проигнорировал плотную оборону вокруг него. Пламя исходило изо рта крыла смерти, и он летел вокруг, выплевывая огонь в город. Фиолетово-черное пламя осветило город тьмы, и бесчисленные люди закричали в страхе перед пламенем дракона. Крыло смерти был черным драконом, он преуспел в темной энергии проклятия и энергии смерти. Это было необычное пламя, это было темное драконье пламя, которое содержало энергию смерти. Он не просто прорвется сквозь любую оборону, он также превратит сожженных живых существ в бессмертных монстров. Следовательно, существа, убитые пламенем дракона крыла смерти, превратятся в марионеток, контролируемых крылом смерти. Одно дыхание дракона убило десятки тысяч людей. Десятки тысяч людей были перерождены пламенем и превратились в диких монстров. Эти низкоуровневые существа ничем не отличались от муравьев в глазах крыла смерти, он не чувствовал бы вины, сколько бы муравьев он не убивал. Пока он был счастлив, он мог даже спалить весь город в огне. Стоп. Чутянь увидел беспорядок в городе тьмы и быстро закричал: «Я хочу целый город тьмы, ты что, хочешь превратить его в кучу мусора?» Мэйдзи была потрясена и испугана, увидев это. Будь то бегемот, титан, черный дракон или эльф, который не пошевелился, все они были ужасающими существами, которые превосходили смертных. Чутянь осмелился использовать такой тон, чтобы говорить с ними. Это было слишком дико, слишком дерзко. Достаточно. Мощный рев гнева исходил из быстро разрушающегося города тьмы, как и фигура, заряженная с максимальной скоростью. Фигура, покрытая духовной энергией, врезалась в черного дракона, летящего в воздухе. Ланселот увидел эту фигуру на расстоянии, покрытой духовной энергией, и показал слабый, удивленный взгляд. Тем не менее, его голос все еще был спокойным. Культиватор Царства Небесной области. Царство Небесной области было 4-м царством совершенствования. На континенте было не так много людей, которые могли бы достичь Царства Небесной области. Если кто-то мог стать экспертом Царства Небесной области после того, как они достигали Царства Истинного Духа, их можно было бы считать сильнейшими экспертами на континенте. Кроме некоторых старых монстров, которые прятались от мира, эксперты Небесной области могли свободно перемещаться по континенту. Это должен быть король Восточной территории, упомянутый 4 городскими лордами. Мэйдзи сказала несколько взволнованным голосом, его сила неизмеримо глубока. Это. Ваше превосходительство, черный дракон, вы можете с ним справиться. Ха. Смех Ланселота был наполнен грацией и обаянием, как у благородного аристократа. Среди культиваторов Небесной области есть как сильные и так слабые. Этот демон находится только в Царстве Смертной области, он даже не может приблизиться к Небесной области. Крыло смерти Нитхок близок к Царству Священной области, и благодаря своему врожденному преимуществу гигантского дракона он может сражаться даже с настоящими экспертами Священной области. Царство Небесной области разделено на 3 уровня: Царство Смертной области, Царство Небесной области и Царство Священной области. Крыло смерти Нитхок находился на пике 6-го уровня Небесной области, находясь всего в шаге от достижения Священной области.
У гигантского дракона были присущие ему преимущества с точки зрения силы, поэтому он не был бы в невыгодном положении. Даже сражаясь с культиваторами священной области, этот демон, известный как король восточной территории, не был слабым, но он не был бы выше второго уровня небесной области, всего лишь культиватор смертной области. Он еще даже не дошел до пика смертной области, так как он мог противостоять могущественному лорду драконов. Глава 557. Песочные часы. Эксперты небесной области были редкостью. Это было главным образом потому, что царство небесной области не могло быть случайно достигнуто, и это не могло быть сделано, даже если другая страна в огромном количестве использовала бы пилюли. Достижение царства небесной области было связано с расовыми ограничениями, поэтому существовало разделение между расами низкого уровня и высокого уровня. Например, крыло смерти, громовая ярость и взрывной коготь все имели чистую родословную рас высокого уровня, поэтому они могли достичь царства небесной области даже без совершенствования. Если бы это был просто человек, как раса довольно низкого уровня, вначале они были не сильны, поэтому все зависело от усилий. Когда они достигали царства истинного духа, они уже достигали потолка, сквозь который было почти невозможно прорваться. Независимо от того, насколько велик был их талант или сколько пилюль они использовали бы, в конце концов, это было бы бесполезно. Почему это было так? Это был предел роста их расы. Если кто-то хотел войти в царство небесной области, ему нужно было найти способ сломать эти врожденные оковы. Чтобы преодолеть это узкое место, им пришлось бы полагаться на удачу. Во враждующих королевствах будет только один или два эксперта небесной области. Даже в империях эксперты небесной области считались сильнейшими экспертами. Поскольку у таких экспертов редко бывают противники, все эти люди были хорошо известными персонажами. Король восточной территории не сражался с гигантским драконом раньше, но, основываясь на уверенности в своих силах, он без страха напал на крыло смерти. Так что, если это был гигантский дракон, он бы попробовал, даже если бы это был дракон, даже если он не сможет победить, по крайней мере, он сможет убежать. Но если он сбежит без боя, это будет слишком унизительно. Король восточной территории придерживался этого мнения. Он был окружен белым светом, который уже не был чистой духовной энергией, скорее это была область власти, сформированная экспертами небесной области. Пространственный контроль внутри области ослабел, и энергия, которую можно было использовать, не могла быть представлена совершенствующимися в царстве истинного духа. Почему громовая ярость мог атаковать город тьмы на расстоянии сотен миль? Это было потому, что громовая ярость был пиковым экспертом 6-го уровня в царстве небесной области, энергия грома образовала очень устойчивую область. Когда громовая стрела Титана была выпущена, она была окружена властью громовой ярости. Поэтому, как бы далеко она ни пролетела, сила, заключенная внутри, не ослабнет совсем, это была сила эксперта небесной области. Совершенствующиеся в царстве истинного духа не могли себе этого представить. Король восточной территории находился между первым и вторым уровнем царства небесной области. Хотя его силы еще не созрели, его кулак все еще был достаточно силен, чтобы разрушить гору. Он не культивировал никаких методов агрессивного или глубокого совершенствования, он просто использовал чистую дикую силу, своего рода ужасающую ауру, которая могла разрушить все Хонг. Кулак короля восточной территории окончательно ударил без какой-либо пощады. Энергия, сконденсированная в этом кулаке, превзошла воображение, и окружающее пространство деформировалось из-за энергии, в конечном итоге создавая пространственную пульсацию. Он врезался в тело Нидхогга, твердое, как камень. Была мгновенная мощная энергетическая волна, которая разрушила часть его чешуи черного дракона, но это не могло сравниться с королем восточной территории, которого послали лететь как метеор, крыло смерти был окружен слоем смертоносного черного света, это явно была область, выпущенная крылом смерти. Его голос эхом отозвался на горизонте, так слабо, что даже не щекотно. Король восточной территории отступил на несколько десятков метров, едва способный стабилизировать себя. В это было очень трудно поверить. Почти ни одно существо не могло пережить этот кулак, но черный дракон потерял лишь несколько чешуек. Хотя он и предполагал, что этот дракон сильнее его самого, он никогда не думал, что разница в силе будет такой большой, белый свет снова вспыхнул. Король восточной территории взлетел в воздух и появился на расстоянии нескольких сотен метров. «Хочешь бежать?» Есть ли у тебя такая способность? Драконий рев крыла смерти отозвался эхом в небе, и его 50-метровое тело преследовало его в виде черной тени. Хотя у него было гигантское тело, он также был невероятно быстр. Он открыл рот на короля восточной территории. Там не было ни звука. Там не было никакой волны. Там не было света. Король восточной территории рухнул на землю, словно потерял контроль. За ним последовала мощная и невидимая энергия, которая давила на землю. Белый свет, окружавший короля восточной территории, быстро угас, и из его тела донеслись трещины в костях. Было несколько костей, которые были сломаны, и многие части его тела изогнулись.
Это была прямая атака эксперта Небесной области, не было никаких сомнений в том, что Крыло Смерти обладал огромной силой. Хотя оба они были экспертами Небесной области, убить этого парня с помощью сил Крыла Смерти было несложно. Крыло Смерти подготовило свою самую сильную атаку, чтобы расколоть этого парня на куски. пощади меня, не убивай меня». Король Восточной территории опустился на колени и попросил пощады. Это всех шокировало. Короля Восточной территории редкий на континенте эксперт Небесной области, он должен быть полон гордости. Тем не менее, этот парень не имел следов достоинства как эксперт и стоял на коленях, чтобы просить пощады. Чутянь увидел это и сказал: «Ваше превосходительство, Крыло Смерти, он уже больше не сопротивляется, поэтому пусть он пока сохранит свою жизнь». Крыло Смерти уменьшил его размеры и вернулся к человеческому облику высотой в 3 метра. Эта задача чистилищного мира была слишком простой, не было никаких проблем, Чутянь махнул рукой. «Мэй Цзи, об этом парне сейчас позаботишься ты. Я лично допрошу его позже». Мэй Цзи быстро взяла себя в руки. Да. Столкнувшись с этими людьми, Мэй Цзи не посмела бы вспыхнуть, даже если бы у нее был характер. Она чувствовала только глубокий шок и беспомощность. Где Чутянь нашел этих монстров? Любой из этих людей мог управлять более чем половиной чистилищного мира, но эти шокирующие эксперты были готовы выслушать планы Чутяня. Насколько сильным был этот человек? Король Восточной территории был уже наполовину мертв, поэтому не было необходимости упоминать о возможности дать отпор. Чутянь посмотрел на город тьмы и сказал с нахмурившимися бровями: «Хороший город превратился в это, потребуется немало времени, чтобы восстановить его». «Это не так хлопотно, позвольте мне сделать это». Эльфийский король Ланселот никогда не делал ходов, но теперь он вышел по собственной инициативе. Чутянь не знал, какое лекарство он принял. Эльфийский король вставил лесной скипетр в землю и медленно поднял руки. Невидимая сила текла во всех направлениях, покрывая всю область силы Ланселота. Царство Священной области, Крыло Смерти, Громовая Ярость и Взрывной Коготь были ошеломлены, потому что Ланселот был владыкой Вечного Леса менее 100 лет и никогда раньше не сражался. Поэтому они не знали, насколько силен был Ланселот. Но, глядя на это сейчас, по крайней мере, с точки зрения основы совершенствования, Ланселот был выше 3 других гигантов, находясь, по крайней мере, в 7-м слое Небесной области. Неудивительно, что он был одним из самых выдающихся эльфийских королей. Хонг. Ланселот выпустил свой исходный дух. Это был очень странный исходный дух. Это были песочные часы, вырезанные из хрусталя с тонкими и точными рунами, вырезанными по всему предмету, в которых, казалось, содержался какой-то мировой закон. Серебряный свет появился во всех направлениях, когда они собрались в песочных часах, наполняя песочные часы серебряным песком. Серебряный песок начал стекать. Во время этого процесса странная энергия покрыла область, которая быстро погасила пламя дракона, и разрушения, вызванные атакой громовой ярости, быстро вернулись к своей первоначальной форме. Все вещи быстро вернулись к своей первоначальной форме под этой странной силой. Кроме людей, которые были убиты, все остальное было восстановлено. Примерно через 5 минут весь город тьмы вернулся в то же состояние, что и 5 минут назад. Как будто последних 5 минут не было. Мэй Цзи только что связала короля Восточной территории, когда она увидела удивительную силу короля эльфов, снова показав недоверие. Это. Чутянь потер подбородок с очень заинтересованным выражением. Время — духовный источник времени. Господин эльфийский король действительно глубоко спрятался. Ланселот не показывал своей реальной силы, потому что с лесным скипетром в руках он мог сражаться с большинством экспертов. Теперь, когда они увидели силу эльфийского короля, все проявили шок, потому что кто бы мог подумать, что эльфийский король на самом деле будет иметь атрибут времени, который даже более редок, чем атрибут пространства — песочные часы. Это был исходный дух эльфийского короля. Ланселот собрал течение времени и заставил его течь обратно, поэтому разрушение после битвы было полностью восстановлено. Сила времени — это была одна из самых загадочных и сложных сил на континенте. Ланселот не только обладал врожденной энергией времени, но и мог заставить время течь в обратном направлении. Это означало, что его врожденный талант был очень силен. Крыло Смерти, Громовая Ярость и Взрывной Коготь все изменили свои лица. Ланселот действительно не был простым, хотя у эльфов не было никаких расовых преимуществ перед ними, что означало, что у них не было бы преимущества, даже если их основа совершенствования была выше. Однако, благодаря лесному скипетру и способности контролировать время, сила эльфийского короля явно превзошла остальных 3 гигантов. К счастью, у них не было никаких конфликтов с этим парнем, город тьмы был в основном отремонтирован. С подавляющей силой 4 гигантов они захватили город тьмы без всякого сопротивления.
Более того, с городом тьмы в качестве центра, потому что город пламени, город демонов, город темных теней, город темного золота и город темных зверей потеряли своих лидеров, миллионы граждан и армий оказались в хаосе. Все 5 городов попали в их руки. Половина восточной территории чистилищного мира находилась под их контролем. Чутян очистил город тьмы, прежде чем привести 4 лидеров и Мэйцзи в главный дворец. Этот король восточной территории также был перенесен. Травмы короля восточной территории не были легкими, но он не был обычной росой, и его жизненная энергия была сильной, поэтому она не достигла фатальной точки. «Пощадите меня, пощадите меня. Я сделаю все, только не убивайте меня». Король восточной территории опустился на колени, склонив голову, заставляя крыло смерти и других чувствовать себя очень недовольными. У уважаемого эксперта Царства Небесной области не было никакого чувства достоинства. Это было для них неудачей. Чутянь просто случайно сказал: «Это зависит от твоего выступления». Глава 558. Удача Ату. Король восточной территории, он был ростом 2,5 метра, с сильным телом, похожим на человеческое. У него была голова и 4 конечности без хвоста или рогов демона. Однако у него не было носа, ушей или рта, он издавал звук из специальных структур внутри его горла, чтобы говорить. Кроме того, у него не было ни единого волоса с головы до пят и была темно-черная кожа с металлическим блеском. Это было похоже на человека из черного железа. Этот несчастный парень не был у власти долгое время, прежде чем он был схвачен. Король восточной территории не представлял никакой угрозы вообще. По всему телу были всевозможные проклятия и ограничения, и он опустился на колени, не имея возможности двигаться. Мэйцзи и Шэдоу охраняли его слева и справа соответственно. Он выглядел очень сожалеющим, и выражение его лица было очень уродливым. Он не был похож на эксперта, достигшего небесного царства. Странно. Этот демон был тяжело ранен крылом смерти, но он выздоровел за этот короткий промежуток времени. Этот вид регенерации не был чем-то, что должен иметь демон, Чутянь не хотел угадывать, и прямо спросил: «Какой ты расы? Как тебя зовут?» «Я темный демон». Король восточной территории быстро сказал: «Меня зовут Ату Раймонданбига Арманд, у демонов и темных рас были очень длинные и уродливые имена, поэтому достаточно назвать его просто Ату». Темный демон. Черт, ты думаешь, этот отец глупый? Чутянь знал темных демонов. Темные демоны были низкосортными демонами, которые были примерно такими же, как зеленые демоны. Как темные демоны могли достичь Царства Небесной области? Не говоря уже о том, что у Ату не было никаких характеристик темных демонов. Эта кожа с металлическим блеском и тело, которое, казалось, было сделано из металла, явно не могли принадлежать этой расе. Будучи таким нечестным, этот отец ненавидит нечестных людей, таких как ты. Я не должен был с самого начала давать тебе какое-либо лицо, отрежьте ему конечности. Мэйцзи собиралась сделать это. «Нет, нет, остановись, остановись». Лицо Ату упало, и он начал умолять: «Я действительно темный демон, но из-за несчастного случая я изменил свой облик». Чутянь поднял руку, чтобы остановить Мэйцзи, и спросил: «Какой несчастный случай?» Ату не смел ничего скрывать. Он рассказал им все о странной внешности, которая у него была. 20 лет назад Ату был просто демоном низкого уровня, который жил на дне. Однажды он искал травы в горе, когда наткнулся на подземный дворец. Он был в ловушке в течение нескольких дней, Ату испытывал жажду и голод, когда нашел во дворце кроваво-красной линджи. Он не знал о происхождении этих линджи, и ему было все равно, прежде чем засунуть их в рот. Чутянь спросил с нахмуренными бровями: «А потом?» «Ничего». Ату сказал с напряженным взглядом: «Я уснул после того, как съел эти вещи, и прошло целых 20 лет после того, как я проснулся. С моим телом произошли большие изменения, моя сила увеличилась более чем в 100 раз. Наконец, после полугода совершенствования, я усвоил некоторые секретные техники, спрятанные во дворце, и сломал барьер, чтобы убежать. Ели какие-то странные линджи. Спал целых 20 лет. После пробуждения произошли большие изменения в его теле, и его сила увеличилась в 100 раз. Это казалось глупостью, как ни посмотри. Я клянусь именем демонов, что если я соврал, пускай моя душа окажется в ловушке в аду навсегда». Ату больше не было дела до статуса, так как он хотел сохранить свою жизнь. Я обнаружил, что достиг 1-го уровня Царства Небесной области после того, как покинул подземный дворец, и я встретил этих парней из Пламенного города. Если бы я встретил городских лордов в чистилище 20 лет назад, меня бы затоптали, как ящерицу на обочине дороги. То, чего я никогда не предполагал, так это то, что городской лорд будет относиться ко мне с таким уважением. Он даже хотел, чтобы я занял позицию короля восточной территории.
Они обещали дать мне город тьмы, так что большая часть этого была понята. Если бы Ату действительно не лгал, он мог встретить невероятную удачу, потому что трава, которая могла изменить телосложение человека, была чем-то, что существовало только в легендах. Ату очень повезло, что он не умер от проглатывания этого лекарства. Наконец, сила его тела также была странным образом изменена, показывая, что удача этого парня просто не могла быть описана. Мотив городских лордов можно объяснить. Этот парень был экспертом в Царстве Небесной области, но его разум все еще был на уровне темного демона. Его мозг не был хорош, а глаза были неглубокими, только с силой и без угрозы. Статус эксперта Небесной области был очень прост в использовании. Если 4 городских лорда использовали бы его знамя, разве они не могли бы пройтись по всей области? Они будут уничтожать силы, которые не подчиняются, и будут брать дань с тех, кто не осмелился дать отпор. Это будет очень полезно для чистилищных городов. Ату странным образом стал королем восточной территории. Было бы опасно, если бы на их стороне был эксперт Небесной области, поэтому они решили атаковать город тьмы. Было несколько основных причин для этой битвы. Сначала была демонстрация силы. Город тьмы был городом с приличной властью в Восточной области, поэтому, когда король Восточной территории разрушил бы город тьмы, сотни сил признали бы свою верность без боя. Эта битва имела большое значение, главным образом, чтобы шокировать всех и показать пример. Вторым была изоляция. Даже если Ату был экспертом Царства Небесной области, у него не было никакого основания. Удачный случай увеличил его силу, но не увеличил его мудрость. Они хотели изолировать Ату в городе тьмы, чтобы 4 городским лордам не пришлось беспокоиться об угрозе его влияния. Третьей была слабость города тьмы. Городской лорд города тьмы был тяжело ранен, а город тьмы находился в слабом периоде, поэтому они могли победить город тьмы с минимальными потерями. Город тьмы был городом, который был в чистилищном мире в течение многих лет, поэтому ресурсов было достаточно, чтобы 4 городских лорда пускали слюни. Именно поэтому эта битва произошла. Чутянь немного подумал, прежде чем спросить, где подземный дворец. Маленькая жизнь Ату была в руке другой стороны, как он мог осмелиться что-то скрыть или лгать. Он сразу рассказал ему все подробно. «Лучше, чтобы ты не лгал мне. Посадите его в темницу для начала». Чутянь отдал Мэйцзи приказ, а затем сказал Шэдоу: «Приведи несколько людей, чтобы они проверили все, и немедленно скажи мне, если случится что-то особенное». Чутянь очень интересовался тем местом, которое изменило Ату. Сокровище, которое могло вызвать такие изменения, было чем-то вроде легенд, такого рода вещи наполняли возбуждением даже Чутяня. Город тьмы пострадал, но урожай также был невообразимым. Огненный город, город темных теней, город темного золота и город темных зверей — эти 4 города чистилищного мира стали присоединенными городами к городу тьмы. 5 городов контролировали половину ресурсов восточной территории, так что это было большим преимуществом для Комитета чудотворной торговли и Леса Хаоса. Мэйцзи стала новым городским лордом города тьмы. Темный эльф Шэдоу стал повелителем города тьмы. На этот раз 4 лесных гиганта сделали шаг, поэтому Чутянь не мог плохо с ними обращаться. 4 прикрепленных города стали местами для Вечного леса, хребта драконов, гигантского хребта и диких гор в чистилищном мире. Хотя 4 гиганта не контролировали напрямую 4 города, они получили ресурсы чистилищного мира для своих сил из 4 городов. Отец, старший брат Чутянь, я здесь. Вивиан привела сюда несколько человек. Сила Вивиан взлетела, уже став пиковым экспертом по пространству 6-го уровня истинного духа. Это мир чистилища. Это действительно необычно. Ланселот был немного ошеломлен. «Почему ты здесь?» «Господин эльфийский король не должен удивляться, я попросил ее прийти». Чутянь кивнул Вивиан. Эти люди — эксперты с врожденной пространственной энергией, обученные Комитетом чудотворной торговли. Они здесь, чтобы создать шахту пространственных материалов со своим лидером Вивиан. Самое главное — создать соединительный путь в это космическое пространство. Будь то город тьмы, 4 больших города или даже казарма тирана, Чутянь лично ими не управлял. Это было потому, что Чутянь был в конце концов посторонним, и у каждого места были свои правила. Слишком сильное вмешательство вызовет хаос, и Чутянь станет объектом критики в подземном мире, а это то, что он не хотел видеть. Может ли Комитет чудотворной торговли создать штаб-квартиру в чистилищном мире? Чутянь чувствовал, что пространственная шахта была очень подходящим местом. Это место не только предоставило бы редкие ресурсы для Комитета чудотворной торговли, но и использовало бы специальный космический ландшафт, чтобы построить космический форт для Комитета чудотворной торговли. Вивиан руководила инженерами по пространству с главной задачей построить пространственную дорогу внутри хаотического потока пространственной трещины. Эта дорога позволила бы иметь доступ только людям, входящим в Комитет чудотворной торговли, и если кто-то захотел бы окружить их, им просто нужно было бы закрыть пространственную дорогу.
Хаотический поток, образованный пространственной трещиной, будет сдерживать всех захватчиков, когда планы пространственного форта были закончены в чистилищном мире. Мэйцзи предприняла первые шаги, чтобы связать город тьмы с другими 4 городами. Теперь мир чистилища уже был захвачен влиянием Чутеня. Мэйцзи спросила, как мы позаботимся о парне, запертом в темнице? Почему мы должны заботиться о нем? Чутянь покачал головой и сказал, этот парень глуп, но статус короля восточной территории легко использовать. Нам нужен эксперт Царства Небесной области, чтобы поддерживать себя в чистилищном мире. Я считаю, что это будет очень полезно для объединения меньших сил. Не говоря уже о том, что тело этого человека немного особенное, возможно, у него есть и другие ценности. Мэйцзи сомкнула брови. По ее мнению, этот парень должен быть убит, однако Чутянь думал гораздо дальше. Чутянь хотел управлять всей этой восточной областью или даже всем чистилищным миром. Чутянь не боялся разводить тигра, потому что были такие крупные персонажи, как Ланселот и другие. Этот парень не будет представлять никакой угрозы, он даже не посмеет представлять угрозу. Шэдоу вернулся в это время. Мы обыскали территорию в соответствии с информацией Ату и подтвердили, что действительно есть подземный дворец. Хорошо, очень хорошо. Мне нужно лично это увидеть. Чутянь сказал Ланселоту и остальным, боюсь, мне придется снова всех побеспокоить. Как это может быть проблемой? Неужели 4 не заинтересована в удачной встрече Ату? Возможно, они могли бы найти какой-то особый урожай. Поэтому они все с радостью согласились, и Чутянь отправился с 4 из них в этот подземный дворец. Глава 559. Ферма. Мир чистилища был разделен на 5 территорий: центр, север, юг, восток и запад. Поскольку мир чистилища имел неправильную форму, у 5 территорий не было той же самой формы или области, не было сомнений, что центральная область была самой большой, содержащей 50% интеллектуальных существ чистилищного мира, а также 2 самых известных демонических лордов. Остальные 4 территории были меньше по сравнению. Подземный дворец находился недалеко от центральной зоны, и местность здесь была очень обычной. Он был покрыт несколькими неприметными горными цепями, и вокруг этого района не было никаких странных вещей. Вход в древние руины казался сломанным, как и любые другие древние руины. Чутянь повел 4 гигантов осмотреться. Они использовали свои специальные методы, чтобы исследовать местность, обнаружив, что ландшафт был очень обычным, и здесь не было даже крупной духовной жилы. Не говоря уже о легендарных травах, здесь даже было бы трудно выращивать обычные травы. Громовая ярость выглядел ужасно. Кажется, этот парень нас обманул. Здесь невозможно найти небесные сокровища. Взрывной коготь и крыло смерти также были злы. У них были благородные статусы, но они были обмануты скромным демоном и бросились в это чертово место, в котором даже птицы не срали. Они определенно не отпустят его. Ланселот не спешил высказать свое мнение, когда спросил Чутяня рядом с ним: «Что ты думаешь?» Чутянь не верил, что Ату будет лгать им, и Ату, казалось, не мог достигнуть Царства Небесной области естественным путем. В его телосложении действительно было что-то странное, в словах Ату должно быть какое-то доверие. Давайте не будем торопиться с выводами, сначала осмотримся. Что еще они могли сделать? Поскольку они уже пришли, они не могли просто уйти, не взглянув. Верно, подземный дворец был в очень разрушенном состоянии, но пространство было очень большим, неудивительно, что Ату оказался в ловушке здесь. Однако, это пространство ничего не значило для Чутяня, потому что он обладал божественным чувством области видения и божественным оком маленькой лисы. Он быстро осмотрел местность, не прилагая особых усилий, и в то же время нашел место, о котором упоминал Ату. Когда Чутянь подошел, он увидел более 100 странных алтарей, и каждый алтарь был высотой более 30 метров, покрытый всевозможными странными руинами. По сведениям Чутяня, это было в стиле великой небесной расы древней эры. Это также означало, что этот дворец просуществовал не менее нескольких десятков тысяч лет. Ату сказал, что он нашел эту неизвестную странную траву здесь, давайте посмотрим. Чутян вспыхнул, когда он говорил. Когда он прибыл на древний алтарь, он обнаружил, что в алтаре вырыта яма. Она была заполнена пепельно-серой штукой, и, присмотревшись, он обнаружил, что они были разбросаны по кристальному песку. Ланселот приподнял брови. Это. Чутянь ответил, это своего рода духовная земля. Крыло смерти не согласился с мыслями Чутяня. Это явно кристалл, как это может быть духовная земля? Духовная земля, как следует из названия, была высококачественной землей. При нормальных условиях духовная земля была вырыта из глубоких духовных вен, и она могла быть сформирована только через десятки тысяч лет. Тем не менее, духовная земля, в конце концов, все еще оставалась землей, и как только она кристаллизовалась, это означало, что энергия затвердела, что затруднило ее поглощение. Естественно,
это нельзя считать типом духовной земли. Духовная земля распределяется по классам, и это духовная земля пиковой степени, содержащая сверхмощную энергию. Только потому, что она слишком долго не обрабатывалась, она превратилась в кристаллический песок. Чутянь не хотел углубляться в этот вопрос. Он посмотрел на другие алтари вокруг себя. Все алтари этих подземных руин заполнены слоем духовной земли. Если мои догадки не ошибаются, это место должно быть особой фермой. Это ферма. Это кажется слишком странным. Ланселот с сомнением огляделся и сказал: даже если кристальный песок в этих алтарях — духовная земля, в каждом алтаре достаточно места только для одного растения. Одного растения достаточно. Чутянь наклонился, чтобы продолжить копаться в кристальном песке. Этот кристаллический песок казался слоистым, причем самый верхний слой представлял собой высушенные кристаллы, а средний слой был мягким и влажным на ощупь. Чутянь выкопал нижний слой, и он был шокирован, обнаружив, что кристаллический песок внизу был темно-красного цвета. Действительно странно, что это за вещь. Чутянь положил горсть темно-красного песка перед маленькой лисой. Помоги мне увидеть, из чего это сделано. Маленькая лиса протянула свой язык, чтобы попробовать, прежде чем проглотила все это. Он выглядел смущенным, а потом несколько раз прощупал во рту, чтобы распробовать. Чутянь никогда бы не подумал, что маленькая лиса внезапно закричит и спрыгнет с него. Как ребенок, который съел 10 перцев, он катался по земле и плакал. Эльфийский король в шоке спросил: это было отравлено? Невозможно. Чутянь был очень шокирован действиями маленькой лисы. Маленькая лиса никогда не вела себя так странно раньше. Я никогда не видел яда, который мог бы отравить его. Маленькая лиса танцевала вокруг в течение 5 минут, прежде чем успокоиться. Он высунул язык, задыхаясь, несколько раз указывая Чунатиня. Глаза Чутиня мгновенно загорелись. Ты уверен? Маленькая лиса с энтузиазмом кивнула, чтобы показать, что это так. Взрывной коготь был очень смущен взаимодействием между Чутянем и маленькой лисой, поэтому он не мог не спросить: что вы нашли? Все не волнуйтесь, я не могу быть полностью уверен, поэтому мне нужно, чтобы мы провели расследование. Однако, как только мы это подтвердим, на этот раз мы заработали немало. Чутянь вдруг сказал это, что смутило 4 гигантов. Чутянь указал вниз и сказал: я думаю, что есть место под храмом, и наш ответ должен быть там. Все идемте со мной. Сказав это, Чутянь выпустил свое божественное чувство и, наконец, нашел секретный проход в одном из центральных алтарей. Он ничего не сказал, ведя 4 гигантов по коридору. Такие мощные энергетические волны. 5 из них почувствовали что-то странное, даже не дойдя до конца. Это место, казалось, было заполнено мощными энергетическими волнами, и даже крыло смерти, жившее 10 тысяч лет, раньше не видело такого энергетического волнения. Выпускаемая аура заставила Титана, Бегемота и Гигантского дракона почувствовать сильное давление. Что здесь происходит? 4 гиганта наконец поняли, что этот подземный дворец был не так прост, как они себе представляли. Когда Чутянь вышел с 4 из них, перед ними появилась естественная подземная пещера. Эта пещера казалась очень широкой, и самой поразительной вещью были более 100 кроваво-красных шипов, которые прямо вонзались в крышу сверху из Алого моря внизу. Эти более 100 гигантских красных кристаллических шипов предназначены для более 100 алтарей во дворце. Было ясно, что алтари использовали эти хрустальные шипы, чтобы добывать энергию из Алого моря, используя ее для выращивания трав в алтарях выше. Такая техника ведения сельского хозяйства была беспрецедентной, или, по крайней мере, Чутянь никогда раньше не слышал об этом странном методе. Что теперь? Крыло смерти смотрел в Алое море с парой длинных и узких зрачков дракона. Казалось, что через море течет какая-то вязкая энергия. Почему я чувствую эту мощную ауру? Эта аура даже превосходит ауру гигантского дракона. Когда Чутянь столкнулся с этим Алым морем, он наконец подтвердил предположение в своем сердце. Я понял, и я наконец понял. Громовая ярость быстро спросил: что ты понял? Ату не лгал, его тело действительно изменилось из-за этого храма. Чутянь сказал это, и в его глазах появилось возбужденное выражение. Это ферма, которая питается материалами демонического бога. После того, как он сказал это, все 4 гиганта были в шоке. Что сказал Чутянь? Ферма, которая питается материалами демонического бога, как это было возможно? Это была просто бессмысленная фантазия. Возможно, вы мне не верите, но это факт. Вы видите море под собой. Чутянь посмотрел на красную жидкость, стекающую с потолка пещеры. Если я не ошибаюсь, это место, где упал древний демонический бог.
Великая древняя небесная раса нашла тело этого демонического бога, и они использовали метод, чтобы использовать более 100 хрустальных шипов с алтарями для отвода энергии из тела демонического бога. Добавив высококачественную духовную землю, они использовали ее для выращивания трав. Казалось, Ланселот что-то понял. Ты говоришь, что небесная раса использовала энергию внутри тела демонического бога, чтобы выращивать травы, поэтому травы, выращенные здесь, наполнены энергией демонического бога. Это так. Чу Тянь кивнул, объяснив. Небесная раса сбежала по неизвестной причине, и они забрали все выращенные травы, но они могли оставить несколько нерастущих саженцев. Через 10 тысяч лет Ату случайно попал в этот подземный дворец, и этот саженец созрел спустя десятки тысяч лет. Он был наполнен энергией демонического бога, поэтому после того, как Ату использовал эту траву, его тело немедленно трансформировалось. Тело изменилось до неузнаваемости, а его сила взлетела в 100 раз. Это звучало очень странно. Но это было единственное разумное объяснение. На самом деле, когда Чу Тянь заметил мощную устойчивость Ату, он уже связал Ату с божественными слугами. Только он не мог найти связь, поэтому он не смел легко принять решение. Теперь уже не было никаких сомнений. Неважно, как небесная раса сделала это, Чу Тянь знал, что вполне вероятно, что в этом малом море был спрятан труп демонического бога. Тело демонического бога, насколько это было ценно. Когда Чу Тянь находился в Центральной государственной судебной башне, Чу Тяню было достаточно нескольких капель крови и нескольких костей, чтобы создать таких монстров, как божественные слуги. Если бы он мог получить полный продукт, насколько это помогло бы исследованию Чу Тяня? Глава 560. Алые демоны. Алое море было создано из древней сущности и костей крови демонического бога. Небесная раса использовала алтари для направления этой энергии, выращивая травы, которые содержали энергию демонического бога. Ату использовал одну из этих трав благодаря совпадению, в результате чего его тело перетерпело большие качественные изменения, став существом, похожим на божественных слуг. Конечно, по сравнению с истинными божественными слугами, Ату не мог использовать силу демонического бога, он только значительно увеличил жизненную силу своего тела. Чу Тянь выпустил свое божественное чувство. Чу Тянь хотел проверить Алое море, но когда его божественное чувство коснулось его, оно исчезло без следа. После этого, без каких-либо предупреждений, в Алом море появилась крупная рябь. Лицо Ланселота утонуло. Осторожно, что-то не так. Кажется, что-то было спровоцировано. Было несколько очертаний, которые постепенно появлялись в Алом море, они росли как кроваво-красные скульптуры. Это были ужасные и уродливые демоны, у которых было 3 жестоких лица и 6 рук, каждый из которых испускал неслабую ауру. Это были монстры, сформировавшиеся из остаточного духа и крови демонического бога на протяжении десятков тысяч лет. Маленькая лиса была просто естественным заклятым врагом этих монстров, рожденных из энергии и сущности крови. Была ли разница между ними и тоником в глазах маленькой лисы? Маленькая лиса не нуждалась в напоминании Чу Тяня, чтобы сделать шаг. Сначала она выплеснула пурпурную энергию, которая мгновенно окружила демонов, а затем резко вздохнул. Эти демоны были притянуты мощной силой, которая немедленно изогнула их тело. Наконец они были разорваны на облака крови, когда собрались в животе маленькой лисы. Это не казалось сложным, Чу Тянь подумал, что маленькая лиса справилась с этим, когда случилось нечто неожиданное. Маленькая лиса немного всосала, и ее тело внезапно покраснело, когда она начала чихать. Маленькие капли красной энергии появлялись при каждом чихании. Это было только начало, словно маленькая лиса проглотила чашку порошка чили, ее глаза наполнились слезами, и она безостановочно чихала. Нехорошо, даже для такого существа, как маленькая лиса, было невозможно сосать кровь демонического бога. Демоны Алого моря начали двигаться, когда в их руках появились копья или луки, что вызвало волну яростной атаки на группу Чу Тяня. Крыло смерти внезапно бросился вперед, вытянув левое крыло, и создал перед ними большой барьер. Пучи. Когда кровавые стрелы и копья попали в крыло смерти, они не издавали никаких звуков взрыва, только звук, падающий на пол. Крыло смерти почувствовал сильную и странную энергию, проникающую в его тело, алый цвет распространился там, где был атакован крыло смерти, и он потерял все ощущения, где бы ни распространялась эта энергия. Лицо крыла смерти упало. Он попытался сопротивляться этому, но он обнаружил, что эта энергия распространяется быстрее, чем больше он пытался сопротивляться. Эта энергия была похожа на пламя, и она могла сжечь любой материал или энергию, которой коснулась. Когда он использовал свою энергию, чтобы противостоять ей, она распространялась еще быстрее. Почему это было так? Крыло смерти чувствовал, что он не может контролировать свое тело. После того, как эта ужасающая энергия разъела его тело, она начала распространяться на его разум и душу. В настоящее время сильная воля пытается подчинить сознание и волю крыла смерти. Чу Тянь заметил ситуацию крыла смерти.
Казалось, Алое море опечатывает демона. Чутянь получил фрагмент памяти древнего бога в Центральной государственной судебной башне, поэтому у него было некоторое представление о древних демонах и богах. Хотя между демонами и богами было сходство, между ними были и фундаментальные различия. Капля божественной крови, полученная Чутянем, могла рассеять любое проклятие, а кровь демона имела ужасающую врожденную энергию проклятия, только одна капля могла убить бесчисленное количество существ. Нидхогг был в таком состоянии, потому что он был загрязнен кровью демона. Кровь демона содержала мощную проклятую энергию, которая могла разъесть плоть, энергию источника и даже душу. Если кровь демона получит полный контроль, хотя вы и станете сильнее, вы потеряете сознание и станете марионеткой под волей демона. Увидев это, Ланселот выпустил свой духовный источник песочных часов, изливая энергию времени в тело крыла смерти. Энергия крови демона была отброшена назад и, наконец, покинула тело крыла смерти. Такая злая сила. Крыло смерти до сих пор был расслаблен, но теперь он был бдителен. Мы определенно не можем принять эти атаки, или будут смертельные последствия, демоны продолжали атаковать. Они были не настолько сильны, находясь в царстве истинного духа, но их было слишком много, и в их атаках была особая способность. Пока кто-то слегка задет, его может разъесть кровь демона, что будет очень неприятно. Громовая ярость поднял его руки и с ревом послал бесчисленные вспышки молнии, мгновенно создав молниеносную сеть на поверхности Алого моря. Бесчисленные лучи мощной энергии пересекались вместе, а также разделялись, в результате чего сеть становилась еще более плотной, подавляя монстров. Божественный гром Титана не мог сравниться с обычным громом. Этот вид грома был одной из врожденных сил Титана. Божественный гром Титана был своего рода небесным громом, и после того, как громовая ярость культивировал тысячи лет, его гром мог противостоять гигантским драконам. Кто бы мог подумать, что в это время алые демоны будут как мотыльки, привлеченные к пламени, когда они напали на громовую сеть. Хотя их тела испарились под натиском мощного божественного грома Титана, они образовали большое количество кроваво-красного тумана, который прилип к сети. Это постепенно превратило первоначально синий и фиолетовый гром в алый цвет. Громовая ярость обнаружил, что постепенно он не мог контролировать свою силу, потому что сеть грома превратилась в странный красный гром после поглощения энергии. Совершенно новая воля управляла громом, превращая бесчисленные скрещенные молнии в кроваво-красного громового гиганта. Демоны продолжали атаковать, как мотыльки, тянущиеся к пламени. Каждый раз один удар, и демон будет уничтожен, а новорожденный монстр получит больше силы. Пламя, сгущенное в руках крыла смерти, вылетело в грудь монстра. И пламя дракона мгновенно испарило треть тела монстра. Взрывной коготь также послал атаку, чтобы уничтожить оставшуюся часть. Без всякого окончания. Монстр снова собрался после нападения, и его аура стала еще сильнее после поглощения атак крыла смерти и взрывного когтя. Ланселот сразу же закричал, увидев это: «Остановитесь, наши атаки не влияют на него. Это просто сделает его сильнее». Крыло смерти, ярость Герома и взрывной коготь сжали брови. Раньше они никогда не сталкивались с таким неприятным вопросом, можно было представить, как трудно было справиться с этим существом. Это были лучшие эксперты в Царстве Небесной области, но они были в замешательстве. Бесчисленные алые демоны продолжали собираться вместе. После всасывания атак крыла смерти, громовой ярости и взрывного когтя, его способности взлетели до небес. Должны ли они отступить? У меня есть метод, который мы можем попробовать. В то время как все были в растерянности, Чутянь выпустил свиток с 18 божественными слугами, которые вылетели с единственной мыслью от него. Каждый божественный слуга испускал золотой свет, и свет от всех 18 из них собрался вместе, чтобы сформировать гигантскую печать в небе. Печать, разрушающая демонов. Гигантская печать 18 божественных слуг упала на великана, и случилось нечто невероятное. Это было похоже на айсберг, разбившийся вдребезги. Большие количества разбившихся частей продолжали падать, поскольку они возвратились в Алое море. Что сейчас происходит, группа экспертов совершенно не могла этого понять. У них не было способа справиться с монстром, так почему же Чутянь легко победил его с этими банальными марионеточными солдатами? Божественные слуги были очищены Чутянем с большим количеством древней сущности божественной крови. Хотя сейчас они не были сильны, в них была запечатана энергия древнего бога, поэтому кровь демона не могла их разъесть. Их атака также содержала энергию крови древнего бога, которая разрушила структуру алых демонов, легко уничтожив их. Божественные слуги вернулись на сторону Чутяня. На данный момент опасные алые демоны были уничтожены, но такого рода существа невозможно было по-настоящему убить. Они скоро оправятся и снова начнут атаковать. Чутянь сказал: «Божественным слугам не нужно бояться крови демона, но они слишком слабы, поэтому мы не можем справиться со следующим раундом. Время ограничено, я хочу посмотреть, смогу ли я что-нибудь выловить».
Крыло смерти, ярость грома, взрывной коготь и эльфийский король все четверо освободили свои силы, чтобы мгновенно открыть путь в Алое море, в которое Чутянь привел божественных слуг. Тело древнего демона было опечатано в Алом море, но его кровь и плоть уже растворились в Алом море. Когда Чутянь разочаровался в том, что ничего не нашел, он вдруг заметил большое количество зеленых кристаллов на дне Алого моря. Кости древнего демона. Они уже были кристаллизованы. Чутянь потратил немало усилий, управляя божественными слугами, чтобы вытащить несколько кусков. Это был уже предел. 4 великана не могли больше удерживать проход, и алые демоны начали приходить в себя. Они могли только оставить это так. «У меня что-то есть, мы уходим». Чутянь убрал осколки костяного кристалла демонического бога, выкопанные божественными слугами, и немедленно активировал его пространственную энергию, выводя остальных из пещеры и возвращаясь в подземный дворец. Хотя они не получили никаких божественных трав, как они себе представляли, они нашли несколько кусков костяных кристаллов, так что это путешествие не было напрасным. Эти вещи оставили древние демоны, а они были очень редки на континенте. Крыло смерти и другие не знали, для чего их использовать, поэтому они могли решить вопрос о разделе только после того, как Чутянь выяснит их пользу.